Hari Sahana Vamatu Sahana Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Health and disease. В нашем изучении болезней и здоровья. Now we can understand to certain extent. Мы до некоторой степени поняли к настоящему моменту. Should take my papers. When we consider this physical body, vital body and mental body, Что когда мы рассматриваем физическое тело, жизненное тело и тело ума, ментальное тело. Body means you can understand about the physical. И при этом, the говоря об этом, называя все это телами, мы должны понимать, что не все это выглядит как тело. So the cause of disease exists in these two vehicles. Мы поняли, что причины болезни находятся на двух верхних этажах. На двух верхних, средства передвижения называют Ананда Кришна. У нас немножко косо звучит, когда мы говорим средства передвижения. То есть физическое тело это тело, а там средства передвижения, потому что это не тело. And then the effect is manifested on the physical plane. И после того, как причина возникает на верхних этажах, она проявляется как результат на уровне физического тела. So it is always a cause and effect relationship, what you see. И здесь мы видим всегда причинно-следственное отношение. Причина наверху, следствие внизу. And whatever that is manifested on the physical body is the manifestation of a disturbance of the lines of forces on the vital body. Что бы ни проявлялось в нашем физическом теле как болезнь, это только проявление непорядков, существующих на уровне жизненного тела. Нарушений, существующих на уровне жизненного тела. So unless you eliminate the cause, you cannot make a permanent solution on the physical plane. И пока мы не устраним причину, на физическом плане мы не получим окончательного выздоровления. That is what we have also studied in the view of Ayurvedic science and also homeopathic science. Это то, как понимает этот вопрос аюрведа и гомеопатическая наука. In fact, this is the basic understanding in all the branches of healing. И на самом деле это является базовым пониманием, такой порядок является базовым пониманием для всех целительских наук. So whatever you do directly in the physical body, that gives only what you call palliation. Как бы мы ни воздействовали на болезнь на уровне физического тела, мы получим в результате только то, что называется паллиацией. Временное облегчение.
palliation is only temporary, it is of temporary value, temporary effect only. Palliation – это только временный эффект, временный результат. Паллиация, я сказал, palliation. Паллиация, объясняю, временный результат. Аната Кришна только что сказала тоже. Временное облегчение. What we have to bring is cure. Но то, к чему нужно стремиться, это исцеление. Cure means Излечение. a total restoration of the original condition of health, that is cure. Излечение – это полное восстановление изначального здоровья. But always what happens is that whatever distortion happens on the level of mind, Но что происходит? Какие бы нарушения не встречались на ментальном уровне, this distortion, it extends to the higher level and also it extends to the lower level. эти нарушения распространяются как на более высокий уровень, так и на более низкий уровень жизненного тела. And thus it affects the whole of the constitution. И затрагивает, вовлекает в процесс всю конституцию. So it makes a sort of vicious circle. Таким образом получается своего рода замкнутый круг, порочный круг. Because the wrong type of mental activity leads to a distortion in the vital functioning and established as problem in the physical body because it leads to wrong action. Как это действует? Значит, нарушение на ментальном уровне нарушает уровень жизненного тела, что в свою очередь нарушает целостность, нормальное функционирование физического тела, потому что плохие, неправильные мысли ведут к неправильным действиям. So thought and action. Мысли, действия. So wrong action, wrong thought Взаимосвязаны. causes wrong action. И неправильные мысли ведут к неправильным действиям. And the wrong action, once again, it accelerates wrong thought. А неправильные действия, они усугубляют неправильность мыслей. So therefore we have to make an effort Поэтому нам нужно предпринимать усилия, to eliminate this double предпринимать activity. действия, прилагать усилия для того, чтобы убрать вот эту вот порочную связь. And our effort should start from this level of thinking, from mind. И наши действия должны начинаться с уровня ментального тела, с уровня мысли. When you consider the various systems of application, Когда мы сравниваем разные системы применения, of course every system of application has its own place in the знаете, как medical systems, имеется в виду медицинского, разные системы медицины. Естественно, разные системы медицины, они имеют, каждый имеет какое-то свое определенное место в всей этой медицинской науке. But the limitation of each of these systems, that is what we have to understand. Но нам нужно понимать ограничения каждой из этих систем. So in the normal system of medicine, what we see generally, В обычной официальной медицине, которую мы сегодня видим, the allopathic system, аллопатической системы, in that system we have many techniques and all these things, but only up to the physical level. мы видим там много новых современных технологий, но все они касаются только уровня физического тела. So it is something like a repairing work. И это напоминает такое, ремонтирование чего-то уже
only on the level of form, ремонтные работы, да, only on the form. которые производятся только над формой, So therefore we have to, над формальным уровнем. so for a permanent solution we have to depend upon the other systems. А для решения проблемы Of восстановления здоровья мы должны обращаться к другим системам медицины. So to certain extent we have studied about the Ayurvedic system. Мы чуть-чуть коснулись аюрведической науки. Only we made just an entry into that system. Ну, это был такое небольшое введение только. And today we will make much more study into the homeopathic system of application. А сегодня мы немножко подробнее остановимся на гомеопатической науке. So we have seen already that the real diseases Итак, мы увидели, что по-настоящему, настоящими болезнями, the real chronic diseases are the miasms. являются миазмы. Because these miasms, they occupy the whole of the structure of the mind of the person. Потому что они захватывают всю структуру ума в человеке. And from there they keep on producing problem, a disturbance in the higher plane, in the will and understanding. И обосновавшись в уме, они начинают нарушать работу на более высоких уровнях. And also they constantly keep disturbing the functioning of vital force. И постоянно нарушать работу жизненной силы. So unless we know how to deal and how to neutralize the miasms, Пока мы не поймем, как нейтрализовать эти миазмы, we cannot make a real cure. мы не достигнем настоящего излечения, окончательного излечения. And if they are not eliminated, they will be inherited to the next generation. И если они на уровне этого поколения не будут устранены, эти миазмы, то они будут наследоваться следующими поколениями, Which is inevitable. что неизбежно. So the basic miasm we have seen, that is psora, Базовым миазмом является псора, основным. which is called by Hanuman as the itch disease. Ганиман называл ее почесухой. Он называл его болезнью чесотка, понимаете, нельзя использовать, потому что чесотка это конкретная болезнь, вызванная чесоточным ключом. Поэтому это почесуха все-таки. Ну, чесание нет такого слова. The disease which causes itching. Yeah, we understand. The thing is, if I directly translate itching, then we have special disease which is itching provoked by some insect inside the skin. That's why I explained that it is not just this. It's the mental, but It is itching on the mental plane, on the mind. Yes. Itch on the mind. Да, и здесь прежде всего Ганиман имел в виду не то, что чешется кожа, а то, что почесуха происходит на уровне ума, чесотка ума. When you have itching all over the body also, you feel very discomfortable and sometimes you get crazy because of В те this. моменты, когда начинает чесаться наше тело, мы тоже понимаем вот это чувство, когда мы с ума начинаем сходить иногда, потому что это очень некомфортное чувство. But when there is itching on the mind, then it makes person very crazy. Таким же образом, когда чесотка у нас угнездится в уме, это тоже начинает сводить человека с ума. Because you can neither scratch, you can also neither apply any sort of ointment on the mind. Даже больше, чем с телом, потому что ум почесать невозможно. Тело, там, если чешется, ты почесал, небольшое облегчение получил, а с умом такое не получается. It will not allow the person to be in equilibrium. Она не позволяет человеку находиться в равновесии. So constantly it keeps on making distortion. Потому что все время провоцирует новые и новые нарушения.
в уме. Неправильная мысль. It makes the person to make always wrong impressions. Ссора заставляет человека получать все время неправильные впечатления. And this results in misunderstanding. В результате возникает непонимание. Because of the Sora, a person creates, he forms his own impression За ссоры about other persons, в голове у человека возникают какие-то свои неправильные Impression, представления the N is like impression. о других людях. and always this impression, Впечатления this, возникают. this is always a wrong type of impression. И эти впечатления, они всегда неправильные. When you meet a person, Например, вы встречаете человека, so if you feel, if you make an impression about the person because whom you don't know, если вы получаете впечатление об этом человеке, и вы его при этом совсем не знаете, so suppose if I am introduced with you for the first time and looking at her and say, oh, she must be like this. например, Ананта Кришна встречается со мной в первый раз, смотрит на меня и думает, так, наверное, она вот такая вот. So that is wrong because И это неправильно, the person feels that he knows everything. потому что этот человек чувствует, думает, что он все знает. A person who is not affected by Swara Человек, который не болеет псорой, will never make an impression. у него никогда не будет никаких впечатлений. Only It cannot exist, she said. It cannot exist, she said. Can this be real? yes, when you practice it, Если практиковать, то можно when you жить без when you впечатлений. regularly practice it, wherever it is possible. Если будете практиковать отсутствие впечатлений. Впечатление и оценка это одно и то же или это разное? Estimation and impression is same. Due to the impression, you start estimating. Из-за впечатления ложного ты начинаешь оценивать. Хотела впечатление. Сначала впечатление, Prejudice also, no? And then it starts prejudice. а потом начинаются предубеждения, да. So the Swara makes the person to judge the other person. Именно псора заставляет человека судить о другом человеке. Вот так. That is why Я так впечатлена. what Christ said is, judge not. Поэтому именно Христос говорил, не судите. He only said, judge not, and afterwards the priest added, lest ye be judged. Lest ye be judged is not only, he said, judge not. That is the only thing. На самом деле то выражение, которое приписывается Христу, как не судите, то не судимы будете, это вторая половина этой фразы, она ему приписана. То есть на самом деле сам Христос сказал только одну фразу, он сказал не судите. Because lest ye be judged is the sentence added to frighten the other Потому person. что да не судимы будете прибавлено к этой фразе просто для того, чтобы церкви легче держать людей в страхе. That this added phrase gives the meaning that you can, if you are not judged, then you can judge. Yeah. Потому что такая фраза может дать такое понимание, что если о вас не судят, тогда вы можете судить. Мне кажется, что не может. Да, может.
Можно. Хорошо. So, А если бы вас не судили, тогда вы могли бы судить. Вот так, такой смысл. Чувство какое-то. so such type of distortions are also made because of this aura in the mind. И такого рода нарушения, вот как эта фраза, которая прибавлена, это тоже результат псори, на самом деле. To create fear in the other person, to have a control on the person. То есть само вот это действие, держать человека в страхе для того, чтобы его контролировать, это само есть проявление псора. God will never frighten. No. Потому что Бог никогда никого не будет пугать. Because with God there is no sora. Бог не болеет псор. Псор. Если выйдет этого миокардия, чтобы завернуть, можно освободиться от этой ссоры? Давайте не спрашивай. No. So this high irritable nature is also one of the features of this sora. Очень раздражительный характер – это тоже один из показателей псоры. Because that is a corollary for his feeling of superiority. If somebody may not respond or accept the superiority, then he will feel angry. Потому что это на самом деле проявление вот этого вот аристократизма, когда ты чувствуешь себя выше других, и ты, какой-то человек реагирует не так, как ты вот того хочешь и ожидаешь, и ты начинаешь из-за этого сердиться. Ох, как вы все это знаете. So all the relationships what this person makes with others, it is based on this basic problem, basic sora. И все проблемы во взаимоотношениях с другими, они вот базируются на псоре. Они возникают из-за псори. And then as I told you, this sora makes always, it makes the person to make a wrong type of understanding, and wrong understanding leads to wrong action. Так же, как я уже упоминал, псора ведет к неправильным мыслям, которые в свою очередь ведут к неправильным действиям. Because the mind is always influenced by strong likes and dislikes. Потому что ум, он всегда под воздействием сильных, в общем, нравится и не нравится, как это, сильных симпатий и антипатий. Да. And the sora destroys the power of discrimination. И псора разрушает нашу волю развлечения. So when this distortion happens, distortion is projected towards the use of sex. И когда такое нарушение возникает на уровне ума, оно распространяется на область секса. Then it leads to the misuse of this. И она распространяется на сексуальную область, и тогда это ведет к неправильному использованию этой своей энергии. And that is the origin of the other two miasms. И тогда это становится причиной для появления других двух миазмов, Psychosis and syphilis. психоза и сифилиса. No, no. The other day I have explained to you how they get established as miasms on the mental plane. В один из дней я объясняла вам, как психоз и сифилис устанавливаются на уровне ума. And these miasms also, when once they are established on the mental plane, they will not leave the person.
И так же, как и псоры, когда эти два других миазма угнездятся в уме, они уже не покидают этого человека. And they also are equally powerful and they will be also inherited to the next generations. И они также являются очень сильными миазмами и тоже будут передаваться по наследству следующим поколениям. And when a person is born with the inheritance of any of the miasm, И когда ребенок рождается с наследственным миазмом, с полученным в наследство миазмом, so from the beginning, с самого начала, from the childhood itself, с самого детства, it starts distorting the mental attitude of the person. Этот миазм начинает разрушать, нарушать ментальное отношение этого человека к миру. And this psychosis makes the person leads the person into destructive attitude. In babies and children. From children also. From children. Психоз, например, он ведет человека к деструктивной деятельности, разрушительной деятельности. Это я уточнила, это у детей, и у детей тоже. So when the child is growing, so this attitude also increases. И по мере роста ребенка, по мере того, как он растет, вырастает, это его деструктивное отношение к жизни тоже вырастает, усиливается. So in psychosis, you find the destruction is towards others. So destructive nature towards others. То есть при психозе мы находим деструктивное отношение к другому человеку. In syphilis, it is self-destructive. При сифилисе мы видим разрушительное отношение к самому себе. So this syphilis, people having this miasm they become introvert. Introvert. То есть человек, пораженный миазмом сифилис, становится интровертом. And they get also pessimistic. Также становится пессимистом. Пессимист. То есть он становится пессимистом. So their understanding about the other people, the outside, the environment, all is according to this attitude. So for them everything is just like there is no joy in the world. There is in this Эти life. люди во всех своих отношениях, ну, в смысле, во всем своем отношении к жизни, они, все их отношение к жизни базируется на этих двух свойствах интровертности и пессимизме. И им кажется, что снаружи такой мир, который не приносит никакой радости, ничего там нет интересного. And because the basic character of syphilis is idiocy, Basic what? basic character, Character. basic feature. Ага. Потому что одним из основных свойств сифилиса является идиотизм, And also lack of comprehension. а также отсутствие понимания. Due to this, you can